Здравствуйте! Этот выпуск у нас посвящен уроку рисования. Будем рисовать красками на кремовом покрытии. В этом выпуске я покажу, как собирается торт на боку. Подробный видеоурок приглашаю посмотреть прямо сейчас. А также приглашаю вас подписаться на канал Тортомания, чтобы не пропускать интересные выпуски. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Для торта на боку нужна более плотная начинка. Любой рецепт не подойдет, потому что здесь очень важна стабильность, когда он будет стоять на боку. Рецепт торта, который использую я, и есть ссылка в описании под видео. Отрезаем небольшую часть от обычного торта. Торт у меня диаметром 20 см и высота в оригинале 8 см. И переворачиваем торт на бок. Фиксируем торт на боку, чтобы торт был устойчив вот в таком положении. После этого приступаем к выравниванию. Я начинаю выравнивать с лицевой и задней стороны торта, а потом выравниваю бока. Иду по окружности. Если у вас по дизайну задуман также рисунок, то лучше всего использовать для выравнивания твердые крема, которые затвердевают в холодильнике. Лучше всего подходит ганаш, либо другой стабильный крем, который в холодильнике затвердевает. Выравнивание такого торта практически не отличается от обычного выравнивания. И я бы сказала, что торт на боку даже легче выравнивать, потому что по площади получается меньше. После выравнивания обязательно убираем торт в холодильник минимум на 4 часа, чтобы торт хорошо охладился и чтобы мы могли спокойно рисовать на кремовом покрытии. Сегодня будем рисовать пищевыми красками. Для рисования можно использовать как сухие красители, так и гелевые красители. Но есть один важный момент. К каждому красителю нужно добавить немножко диоксида титана. Это белый сухой краситель. Для нашего рисунка нам нужно несколько оттенков. Вот сейчас сделаем темно-серый. Я использую белый диоксид титана и черный. Добавляем немножко воды. Смешиваем хорошенько. Смотрите, краска становится такая матовая. И сейчас можно попробовать, какой оттенок у нас получился. Слишком светлый, поэтому я еще немножко добавлю черного. Вот видите, сейчас в данном случае я добавляю гелевый. То есть не имеет значения, каким красителем вы пользуетесь, но обязательно нужно добавлять диоксид титана для рисунков. Так, смешаем, посмотрим. Вот это более темный, этот нам подходит. Вот теперь у нас есть два оттенка, темно-серый и светло-серый. Кисточки для рисования у меня вот здесь несколько штук, но столько много не обязательно. Вот эти кисточки я использую для растушевания краски. Вот эти тонкие кисточки я буду использовать именно для рисования, нанесения контуров и маленьких деталей. Рисовать можно только на холодном торте. И я буду срисовывать. Вот прямо передо мной лежит телефон, и у меня вот здесь такая картинка. Сначала определимся, какого размера у нас будет кролик и где он будет располагаться. Вот я визуально делю торт на 3 части. Туловище кролика, голова и ушки. Для туловища оставляю половину торта, а для головы и ушки берем 2 части. Сначала нужно нанести только контуры кролика. Я использую тонкую кисточку и светло-серый тон. Начинаю рисовать с головы. Вот такими штришками идем, короткими мазками. Здесь сбоку немножко растушевываем сухой чистой кисточкой, веером. Дальше я перехожу к туловищу. Также это не основной рисунок, только делаем набросы. Тоже светло-серый. Мы сейчас будем все время рисовать светло-серым. Во время рисования нужно обязательно следить за кремом. Если вы рисуете и чувствуете, что кисточка у вас начинает проваливаться, хотя при ганаше это редко бывает, но если очень жарко, то такое может быть, то останавливайтесь, убирайте торт в холодильник, чтобы он охладился, а после этого продолжайте работать. Носик мы рисуем посередине головы и тянем мордашку к низу. То есть носик и ротик у нас находятся в нижней части головы. Рисую тонкой кисточкой, цвет тот же светло-серый. Накидываем контуры для глаз. Глаза должны находиться
на одном уровне. Теперь тонируем область возле глаз, она будет более темная. Я использую среднюю кисточку. Наводим контуры темно-серым. Хорошо выделяем область глаз. Теперь нужно пройтись еще по контурах, сделать их более выразительными. Также используем темно-серый. Смотрите, я не рисую линию, а короткими штришками рисую. Тем самым оно как бы имитирует шерстку кролика. Изначально сложно увидеть все дефекты, если тон светлый, но когда вы рисуете красками, всегда можно убрать то, что лишнее, неправильно нарисовали или не в том месте. Это делается с помощью чистой влажной кисточки. Аккуратненько с крема снимаем краску. Вот делаем такие короткие мазочки по телу, также имитируя шерстку, немножко светло-серого. Если где-то нужно, мы можем всегда подправить. Вот в данном случае я вижу, что сейчас голова вырисовывается, она не совсем такая по размеру, как должна быть. Я сейчас ее буду увеличивать. Вот с помощью коротких штришков, вот таких мазков, это очень просто сделать. Теперь немножко тонируем, даем больше серого и растушевываем. Чтобы было легче рисовать, обозначьте себе сначала точки для ушей. Наносим сначала легкие контуры светлым серым и потом расширяем контуры. Короткими мазками, штришками имитируем шерстку и тем самым как бы и тонируем заодно, и расширяем контуры. Дорисовываем носик. Проходимся по тем же серым контурам. Нежно-розовый берем. Также разводим. Берем любой розовый краситель, либо гелевый, либо сухой, и разводим с диоксидом титана, с водой. Тонкой кисточкой проходимся по тем же контурам. И теперь после этого проходимся темно-серым. Теперь наносим кисточкой веер немного розовых оттенков. Имитируем шерстку, просто придаем такой розоватый цвет. Здесь, как вы видите, очень четкие линии, поэтому растушевываем края, делаем плавный переход. Используем чистую влажную кисточку и немножко смываем как бы краску и смазываем. Здесь сверху возле носика нужно мазнуть слегка светло-серым, чтобы выделить носик. Усы рисуем самой тонкой кисточкой. Сначала нарисую светло-серым, вдруг что-то испорчу, чтобы легче было смыть. А потом продублирую темно-серым. Переходим к глазам. Это самое сложное в нашем рисунке. Вот в данном случае рисуем черным гелевым красителем. Уже не используем ни диоксид титана, ни порошковый краситель, только гелевый черный. Вот сначала обведу, и сейчас мы увидим все дефекты. Видите, получается, когда мы наносим четкие контуры, какие глаза неправильной формы. Но мы сейчас все это исправим, потому что зарисуем черным и сделаем глаза одинаковыми. Вот желательно по краям глаз оставить часть незарисованной. Мы потом зарисуем белым, но лучше всего, когда оно не зарисовано, белый краситель на черном теряет свою яркость. Вот теперь глаза нужно оживить. Мы добавим белого по краешках, и в уголках возле носика еще белым пройдусь и поставим блики. Теперь на фоне черных глаз шерстка у нас спряталась, поэтому снова выделяем область возле глаз более темной. Короткими мазками проходимся, имитируя шерстку. И выделяем вот эти области возле глаз в более темный серый. Во время рисования краска немного подсыхает как бы и утрачивает свою яркость. Поэтому в конце желательно снова пройтись и обвести еще раз контур кролика.
Такого кролика можно нарисовать в других тонах. К примеру, я выбрала серый и розовый. Он такой классический, и он хорошо подходит к разным другим дополнительным декорам. Но, к примеру, очень хорошо может смотреться бежевый с коричневым или серый с бежевым, светло-серый с бежевым. То есть тональность можно подобрать другую. Главное вот срисовать сам образ кролика. Тональность можно подобрать разную. Все, кролика я нарисовала. После этого обязательно убирайте торт в холодильник. После охлаждения можно дальше декорировать. И я на этот торт нанесла еще узоры трафаретом, тем же кремом, и покрыла золотым кондурином. Лично мне кажется, что этот кролик такой милашка, и он сам как украшение всего этого торта. Сюда можно было добавить еще один красивый топпер, и было бы достаточно. Вот что думаете вы, пишите в комментариях под видео. Кроме трафаретного рисунка, еще решила добавить сюда вот этот розовый цветок. Кому интересно, как сделать такой цветок из сахарной мастики, в описании есть ссылка на видеоурок, так что переходите. В итоге у меня получился вот такой милый тортик. Ну что ж, девчонки, надеюсь, что этот видеоурок будет для вас полезным. Еще раз говорю, не бойтесь рисовать, рисуйте, пробуйте. Это не так сложно, как кажется. Главное начинать и пробовать. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Не забывайте писать комментарии. На этом говорю всем пока. До встречи в следующем выпуске.